Он был одним из самых ярких актеров своего поколения. Его улыбку знали миллионы, его фильмы собирали полные залы, а его имя называли символом корейского кино 2000-х. Кан Дон Вон умел завораживать зрителей одним взглядом, и казалось, он навсегда останется в центре внимания. Но все пошло иначе. Внезапно он стал редким гостем на экране. Все реже появлялся в дорамах, реже соглашался на интервью, словно сам стирал следы своего присутствия. Его новые работы превращались в события, но выходили так редко, что фанаты начинали задаваться вопросом, куда исчез Кан Дон Вон? Сегодня мы попробуем разобраться в этой загадке. Что стало причиной его редких появлений? Личная жизнь, усталость от славы или сознательный выбор? А вы скучали по Кан Дон Вону? Напишите в комментариях, в какой роли вы помните его лучше всего. История Кан Дон Вона началась не на сцене и не на съемочной площадке. В юности он вовсе не мечтал стать актером, его будущее больше связывали с наукой и инженерией. Но природа распорядилась иначе. Высокий рост, выразительные черты лица и особая харизма привлекли внимание модельных агентств. Сначала он появился в мире моды, на подиуме и в рекламных съемках. Его заметили не только зрители, но и кинорежиссеры. И вскоре пришло предложение попробовать себя в актерстве. Для Кан Дон Вона это был вызов. Он никогда не учился актерскому мастерству, но камера будто сразу его приняла. Его первые роли были скромными, но именно в них проявилась та естественность и глубина, которая потом сделала его любимцем публики. Уже тогда зрители почувствовали, перед ними не просто красивое лицо, а человек, который умеет оживлять персонажей. Так начался путь Кан Дон Вона, который вскоре приведет его на вершину популярности. После первых шагов в кино Кан Дон Вон очень быстро превратился в одного из самых заметных актеров своего поколения. Переломным моментом стали его роли в начале 2000-х, романтические драмы и фильмы с элементами триллера, где он показал не только внешность модели, но и серьезный актерский талант. Особенно ярко он засверкал в картине «Романтическое письмо», а затем в фильме «Малыш и я», где зрители открыли в нем не только харизматичного красавца, но и актера, умеющего быть трогательным и человечным. Его репутацию окончательно закрепили фильмы «Пророк» и «Мастер», где он доказал, что способен тянуть на себе даже крупные проекты. В этот период Кан Дон Вон стал настоящей иконой. Его лицо появлялось на обложках журналов, его стиль копировали тысячи фанатов, а продюсеры видели в нем актера, который может собрать в кинотеатрах миллионы зрителей. Казалось, его карьера будет только расти, и он войдет в историю как актер, который всегда на виду. Но именно тогда зрители начали замечать странное. Кан Дон Вон появляется реже, выбирает проекты с паузами и словно сознательно уходит в тень. Что сделало Кан Дон Вона особенным? Почему именно он выделялся среди десятков молодых актеров того времени? Ответ прост и сложен одновременно. С одной стороны, внешность. Высокий рост, модельные черты лица, харизма, которая чувствовалась даже в молчании. Но внешность была лишь оболочкой. Настоящая сила Кан Дон Вона заключалась в его умении играть тонко и искренне. Он не пытался быть героем-идеалом. Его персонажи были живыми, со слабостями и внутренними противоречиями. Его называли актером, который не боится рисковать. Он мог сыграть романтика в мелодраме, а потом перевоплотиться в мрачного героя триллера. Именно эта непредсказуемость и делала его работы притягательными. Фанаты отмечали, Кан Дон Вон обладал редким качеством, он словно смотрел в душу зрителю. Его взгляд на экране оставался в памяти, а эмоции были настоящими, без фальши. И именно это обаяние стало той причиной, почему он так быстро превратился в легенду корейского кино. Но чем выше поднимаешься, тем заметнее каждое твое исчезновение. На пике популярности зрители ждали от Кан Дон Вона все новых фильмов и появлений на телевидении. Но внезапно ритм изменился. Вместо постоянного присутствия на экране он стал редким гостем в индустрии.
Паузы между его работами увеличивались, и каждый новый проект превращался в редкое событие. Фанаты начали задаваться вопросами, почему актер, находящийся на вершине, словно сам отходит в тень. Одни говорили о его особом характере и нежелании подстраиваться под правила индустрии. Другие утверждали, что он стал слишком избирательным, предпочитая только те роли, которые действительно находили отклик в его душе. Слухи множились. Кто-то считал, что он устал от давления славы. Кто-то предполагал, что за этим стоит личная жизнь. Но сам Кан Дон Вон редко давал интервью и не спешил развеивать тайну. Именно это исчезновение сделало его еще более загадочным. Он был на виду и одновременно вне досягаемости. Его редкие появления вызывали бурю обсуждений, но оставляли после себя еще больше вопросов. Когда Кан Дон Вон перестал так часто появляться на экране, поклонники пытались понять, чем он живет за пределами рампы. Его редко видели на публичных мероприятиях, он не любил шумные шоу и топ-программы. Он все больше концентрировался на себе и на том, что действительно считал важным. Кан Дон Вон занимался саморазвитием, выбирал проекты выборочно, а большую часть времени проводил вдали от прессы. Поговаривали, что он проводил много времени за границей, предпочитая анонимность и спокойствие славе. Для одних это выглядело как отстраненность или даже высокомерие. Для других — как признак силы, актер, который может позволить себе не зависеть от индустрии и жить по своим правилам. И именно это еще больше усиливало его образ человека-загадки. Он был рядом, но в то же время далеко. А каждое его новое появление казалось не просто ролью, а событием. Когда имя Кан Дон Вона снова появлялось в афишах, это всегда превращалось в маленький праздник для фанатов. Его новые фильмы выходили нечасто, но каждый раз становились событием. Будь то триллер, драма или мистический сюжет, зрители знали, если он согласился на роль, значит проект стоит внимания. Однако его возвращения никогда не были долгими. Один фильм — и снова пауза. Кан Дон Вон словно сам устанавливал правила игры. Он не зависел от индустрии, а сам выбирал, когда вернуться и когда снова исчезнуть. Фанаты принимали это с восторгом и тоской одновременно. Восторг, потому что каждая его роль оказывалась сильной и запоминающейся. Тоску, потому что ждать следующей приходилось слишком долго. Так редкие появления Кан Дон Вона стали частью его легенды. Чем реже он выходил на экран, тем больше его ждали. И это только укрепляло его образ загадочного актера, который никогда не растворяется в толпе. Сегодня имя Кан Дон Вона звучит как символ. Он не просто актер, а человек, который сумел сохранить дистанцию в мире, где каждый шаг звезды находится под прицелом камер. Его редкие появления только подогревают интерес, а его исчезновения превращаются в легенду. Почему он выбирает такой путь? Это усталость от славы, желание жить по своим правилам или особая стратегия, которая делает его еще более ценным для индустрии? Ответа нет, и, возможно, он никогда не появится. Но в этом и заключается тайна Кан Дон Вона. Он остается загадкой для зрителей, человеком, которого ждут, даже когда он молчит годами. А вы скучали по Кан Дон Вону? Напишите в комментариях, какой его фильм вам ближе всего и в какой роли вы хотели бы увидеть его снова.